We haven't done any readings for a long time, so today I would like to read you a short story. As always, I'm going to read it twice. First in a slow speed, and second using the normal speed. Hello, this is Anna. I'm a Russian language teacher from New York City. It's very nice to see you on my YouTube channel. Это история известного американского писателя О. Генри. Она называется «Волшебные булочки» Magic Buns. Мисс Марта была приятная женщина. Ей было 40 лет. У нее был маленький магазин, $2000 в банке и очень сентиментальное сердце. И еще у нее была проблема. Она была не замужем и очень хотела найти себе мужа. 2-3 раза в неделю к ней в магазин приходил один покупатель. Ему было 45 лет. У него были приятные манеры и сильный немецкий акцент. Он всегда покупал 2 черствые булочки. Свежая булочка стоила 5 центов, а черствая стоила 2,5 цента. Он покупал только 2 черствые булочки и больше ничего. Один раз мисс Марта увидела у него на руке краску. Она подумала, что он художник. Он очень бедный, у него совсем нет денег, и поэтому он ест только черствые булочки и пьет воду. Утром, когда мисс Марта завтракала, она всегда грустно думала, что бедный художник сейчас ест черствые булочки. Она так хотела, чтобы он мог вместе с ней есть ее вкусный завтрак. Как мы уже сказали, у мисс Марты было очень сентиментальное сердце. Мисс Марта думала, что этот человек художник, но она не была уверена. А она хотела знать точно. Поэтому она придумала такой план. У нее в спальне висела картина. Она купила эту картину на аукционе много лет назад. Это был пейзаж в Венеции. Мраморное палаццо, много воды, много света, гондолы на воде. Каждый художник должен был обратить внимание на такую картину. Мисс Марта поставила картину в магазине, возле кассы. Через 2 дня покупатель пришел в магазин. Он, как всегда, купил 2 черствые булочки и сказал: «Какая у вас красивая картина, мадам!» Да, мисс Марта подумала, какая она умная, и пришла в восторг. «Я так люблю искусство, и...» Она хотела сказать «и художников», но не сказала. Потом она спросила: «Вам нравится эта картина?» Покупатель сказал: «Тут неправильная перспектива. До свидания, мадам». Он взял черствые булочки и вышел. Мисс Марта подумала: какое у него приятное лицо! Как хорошо он знает искусство! Он посмотрел на картину только 1 раз и сразу сказал, что на ней неправильная перспектива. И такой человек должен есть черствые булочки. Ах, если бы... Мисс Марта купила новое платье и работала только в нем. И еще она много думала. Однажды
Покупатель, как всегда, пришел в магазин. Он дал мисс Марте 5 центов и сказал: «2 черствые булочки, пожалуйста». В это время и он, и мисс Марта услышали на улице шум, сирену, и увидели, как по улице едет пожарная машина. Покупатель, как любой нормальный человек, вышел из магазина, чтобы посмотреть, что случилось. И тогда мисс Марта поняла, что она должна сделать. Она надрезала булочки и положила в них масло. Потом она положила булочки в пакет. Покупатель вернулся в магазин, взял пакет, сказал спасибо и вышел. Когда он ушел, мисс Марта начала думать, правильно или неправильно она сделала. Может быть, он подумает, что женщина не должна делать первый шаг? А может быть, должна? Весь день она могла думать только об этом. Она думала, что будет? После обеда она увидела, что в магазин вошли 2 человека. Один был ее художник, второй – молодой человек. Мисс Марта видела его в первый раз. Художник был весь красный. Он с ненавистью смотрел на мисс Марту и громко кричал: «Дура!». Молодой человек сказал: «Не надо, пойдем домой». Но художник сказал: «Я не хочу уходить домой. Я хочу ей все сказать. Вы наглая старая кошка». Мисс Марта была в ужасе. Она смотрела на него и ничего не понимала. «Пойдем, ты уже все сказал. Достаточно», – сказал молодой человек. Он взял художника за плечо, и они вышли. Через минуту молодой человек вернулся в магазин один. Он сказал мисс Марте: «Извините его. Он очень расстроен. Вы, как мне кажется, не понимаете, что случилось. Дело в том, что этот человек – архитектор, мой коллега. Он 3 месяца готовил проект здания новой мэрии. Он готовил этот проект для конкурса. Вы, наверное, знаете, а может быть не знаете, что сначала проекты делают карандашом, а потом нужно убирать карандаш. И лучше всего убирает карандаш черствый хлеб. Поэтому он регулярно покупал у вас черствые булочки. Вчера вечером проект был готов. Осталось только чуть-чуть убрать карандаш. А сегодня ваше масло... Вы понимаете. Извините». И молодой человек ушел. Мисс Марта пошла в спальню, сняла новое платье и надела старое. And now I will read in the normal speed. Мисс Марта была приятная женщина. Ей было 40 лет, у нее был маленький магазин, $2000 в банке и очень сентиментальное сердце. И еще у нее была очень большая проблема. Она была не замужем и очень хотела найти мужа. 2-3 раза в неделю в ее магазин приходил один покупатель. Ему было лет 45, у него были приятные манеры и сильный немецкий акцент. Он всегда покупал 2 черствые булочки. Свежая булочка стоила 5 центов, а черствая булочка стоила 2,5 цента. Он покупал только 2 черствые булочки и больше ничего. Один раз мисс Марта увидела у него на руке краску. Она подумала, что он художник. Он очень бедный, у него совсем нет денег, и поэтому он ест только черствые булочки и пьет воду. Утром, когда мисс Марта завтракала, она всегда грустно думала,
что бедный художник сейчас ест черствые булочки. Она так хотела, чтобы он мог есть ее вкусный завтрак вместе с ней. Как мы уже сказали, у нее было очень сентиментальное сердце. Мисс Марта думала, что этот человек художник, но она не была уверена. А она хотела знать точно. Поэтому она придумала такой план. У нее в спальне висела картина. Мисс Марта купила ее на аукционе много лет назад. Это был пейзаж Венеции. Мраморное палаццо, много воды, много света, гондолы на воде. Каждый художник должен был обратить внимание на такую картину. Мисс Марта поставила картину в магазине, около кассы. Через 2 дня покупатель пришел в магазин. Он, как всегда, купил 2 черствые булочки и сказал: «Какая у вас красивая картина, мадам». «Да?» Мисс Марта подумала, какая она умная, и пришла в восторг. «Я так люблю искусство и…» Она хотела сказать «и художников», но не стала. Потом она спросила: «Вам нравится эта картина?» Покупатель сказал: «Тут неправильная перспектива. До свидания, мадам». Он взял черствые булочки и вышел. Мисс Марта подумала: какое у него приятное лицо. Как хорошо он знает искусство. Он посмотрел на картину только 1 раз и сразу сказал, что перспектива неправильная. И такой человек ест черствые булочки. Ах, если бы… Мисс Марта купила новое платье и работала в магазине только в нем. И думала, думала, думала. Однажды покупатель, как всегда, пришел в магазин. Он дал мисс Марте 5 центов и сказал: «2 черствые булочки, пожалуйста». В это время и он, и мисс Марта услышали на улице шум, сирену, и увидели, как по улице едет пожарная машина. Покупатель, как любой нормальный человек, вышел из магазина, чтобы посмотреть, что случилось. И тогда мисс Марта поняла, что она должна делать. Она надрезала булочки и положила в каждую из них масло. Потом она положила булочки в пакет. Покупатель вернулся, взял пакет, сказал спасибо и вышел. Когда он ушел, мисс Марта начала думать, правильно или неправильно она сделала. Может быть, он подумает, что женщина не должна делать первый шаг? А может быть, должна? Весь день она могла думать только об этом. Она думала, что будет? После обеда она увидела, что в магазин входят 2 человека. Один был ее художник, а второй – молодой человек. Мисс Марта видела его первый раз. Художник был весь красный. Он с ненавистью смотрел на мисс Марту и громко повторял: «Дура!». Молодой человек сказал: «Не надо, пойдем домой». Но художник сказал: «Я не хочу уходить. Я хочу ей все сказать. Вы наглая старая кошка». Мисс Марта была в ужасе. Она смотрела на него и ничего не понимала. «Пойдем, ты уже все сказал, достаточно», – сказал молодой человек. Он взял художника за плечо, и они вышли из магазина. Через минуту молодой человек вернулся один. Он сказал мисс Марте: «Извините его, он очень расстроен. Вы, как мне кажется, не понимаете, что случилось. Дело в том, что этот человек – архитектор, мой коллега. Он 3 месяца готовил проект здания новой мэрии. Он готовил этот проект для конкурса. Вы, наверное, знаете, а может быть не знаете, что сначала проекты делают в карандаше, а потом надо убрать карандаш. И лучше всего убирает карандаш черствый хлеб. Поэтому он регулярно покупал у вас черствые булочки. Вчера вечером проект был почти готов. Нужно было только чуть-чуть убрать карандаш. А сегодня ваше масло. Вы понимаете. Извините». И молодой человек ушел. Мисс Марта пошла в спальню, сняла новое платье и надела старое. Вот такая история. Понравилась вам или нет? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно. Thank you so much for watching this video. If you liked it, please let me know with your likes and comments. They are very important for me.
Remember to check my website, russianfromtheheart.com, for my courses and classes. And this is it for today. I will see you in the next video. Спасибо. Пока.